wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things. Друзья, как вы знаете, мы сейчас отдыхаем в Хорватии на полуострове Пельешац. Сняли мы апартаменты у своей соседки Татьяны. Татьяна владелица прекрасного дома, который находится на берегу Адриатического моря. Сейчас этот дом выставлен на продажу. Перед домом есть парковка на 4 автомобиля и вот такой вот небольшой дворик, где можно, например, пожарить мясо, что-то приготовить себе на свежем воздухе. Вокруг дома большие террасы. Сейчас середина сезона и практически все апартаменты заняты. К сожалению, из-за этого не смогу вам показать абсолютно весь дом, а только его малую часть. Забыла вам сказать, что дом стоит 430 тысяч евро. Пойдемте посмотрим. Там Татьяна. Видите, перед домом небольшой сад. Здесь растут апельсины. Внутри дом отделан деревянными панелями, дышит натуральными материалами, деревянная лестница. Такой вот. И можно подняться до 3-го этажа. О, это напоминает мне, как в детстве мы ездили с родителями в Крым отдыхать, и там были подобные квартиры. Все очень просто, все очень-очень просто. Простое убранство. Но, как я вам и говорила, люди сюда приезжают за морем. Для них все равно, насколько современные или несовременные апартаменты. Но наша вот соседка, она продает этот дом, потому что она уже человек в преклонном возрасте, ей больше 80 лет, и ей очень сложно вести этот бизнес. А если вы купите или возьмете в долгосрочную аренду эти апартаменты, этот дом, то вы сможете здесь все сделать по-своему. Давайте еще посмотрим ванную комнату. Все в морском стиле. Все в морском стиле. Главное, есть окно, которое выходит на горы. А еще есть возможность, например, не покупать целый дом, а взять в управление и вести свой бизнес. Приехали мы на один из лучших пляжей Пельешаца. Называется он Мокало-Бич. И вот сейчас идем к пляжу. Видите, по пути встречаются различные кемпинги. Такие даже палаточные. Вот, смотрите, даже у людей такая мини-кухня. Парковка здесь платная. Спуск к пляжу достаточно крутой. Дорожка такая асфальтированная. И змейкой спускается вниз. Но на самом деле не так уж и долго идти. Буквально несколько минут. Зато посмотрите, как красиво. Нереально красиво. Все-таки Хорватия по своим прекрасным пляжам у меня пока стоит на первом месте. Италия вообще не сравнится с Хорватией.
Вода бирюзового цвета, тихая лагуна. Идеальное место для купания с детьми. Например, рядом с нашими апартаментами есть тоже пляж, но там большие сильные волны, очень много виндсерферов, и с детьми там, конечно, не так комфортно, как здесь. Здесь просто идеально. При входе в море песочек, а на пляже мелкие камушки. Вдруг вы будете отдыхать в Хорватии на полуострове Пелиешац, очень рекомендую вам заехать на пляж под названием Мокало. Мокало или Мокало. Точно не знаю, куда ставить ударение. Очень симпатичное кафе на пляже. Смотрите, какой прекрасный вид. Соседствуют с великолепными пляжами вот такие вот свалки старой техники. Здесь такое встретить можно на каждом шагу. Я хочу сказать, что самое красивое море в Хорватии. Самая красивая вода. На пляжах растут суккуленты. Видишь, они выживают на такой жаре. Они накапливают воду в своих листьях и потом долго остаются зелеными. А такую пальму я растила у себя в Питере, в маленьком горшке. Она у меня прожила года 3. Вау, посмотрите, какая старая лодка. Боже мой, она вся развалилась от старости. Полностью распалась. В Хорватии, как и во всей Европе, очень популярны кемпинги. Вот посмотрите, один из таких кемпингов. Такие маленькие домики небольшие, комфортабельные. И люди приезжают, арендуют эти домики. Они находятся, как правило, около самого моря. Вот интересно, почему в Хорватии так много недостроенных домов? Где бы ты, в каком месте ни находился, у них всегда постоянно какой-то недострой. Вот один дом. На нашей улице, где мы остановились, тоже недостроенный дом. Постоянно почему-то наполовину построенные дома. По всему полуострову Пелиешац встречаем вот такие знаки, которые предупреждают нас о появлении диких кабанов. Дизель в Хорватии не дешевый. 13,96. Купили мы билеты на кораблик и сейчас отправляемся из города Ори-Бич от полуострова Пелиешац до острова Корчула. Билет на одного человека стоит 20 кун, а плыть всего лишь 15 минут.
Приплыли мы на остров Корчула. Посмотрите, какие здесь интересные узкие улочки. И посмотрите, какие здесь красивые коты. Здесь на Корчуле родился венецианский купец, исследователь и путешественник Марко Поло. К сожалению, музей Марко Поло сейчас закрыт, но мы нашли замечательный сувенирный магазин. И здесь продаются разные вещи под старину. Всякие бинокли, песочные часы, сундуки, все, даже сокровища. Вот такая книга. На острове Корчула у стен старой крепости можно искупаться, а наверху целая улица ресторанов. Мы приехали в одно из самых популярных мест на полуострове Пельешац. Место это называется Вигань. И здесь находится самая большая школа виндсерферов. Школа называется Water Dunk. И здесь обучают разным видам спорта. Виндсерферы, кайтинг, все, что душе угодно. Сюда приезжают люди со всей Европы, чтобы покайтить на волнах. Здесь крутая атмосфера свободы. Люди просто на релаксе приезжают, чтобы заняться спортом. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice
strange, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Чтобы нанять инструктора, нужно заплатить 35 евро. Go, 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 low, go, still go, 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 slow, go, still go, 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 still go. I never been so long, I still go. Сейчас мы направляемся в деревушку, которая называется Ловишта, и находится она на краю полуострова Пельешац. И по дороге мы встретили вот такую прекрасную видовую площадку. Посмотрите, какой открывается необыкновенный вид. Смотрите, как я вам и рассказывала, в Хорватии очень много недостроенных домов. Они встречаются просто повсюду. Их огромное количество. Люди страдают каким-то гигантизмом, начинают строить огромные дома, потом, видимо, заканчиваются деньги, и строительство на этом тоже прекращается. Сейчас мы приехали в деревню, которая называется Ловиште. Это рыбацкая маленькая деревня, находится на самом краю полуострова Пельешац. Посмотрите, как здесь красиво. Очень уютно, невероятно красивое море, прозрачная бирюзовая вода. Повсюду припаркованы лодочки и уютные ресторанчики вдоль моря. Посмотрите, в маленькой рыбацкой деревушке мы нашли скамейку, которая снабжена солнечными батареями. И здесь вы можете зарядить свой телефон. Пляжи в Хорватии практически везде каменистые, либо мелкий, либо более крупный камень. Обязательно обувайте обувь для плавания, потому что здесь повсюду морские ежи. Взгляните, какие уютные кафе на самом берегу моря. Очень красиво, очень романтично. Запоминайте, деревня называется Ловиште. Возможно, вы когда-нибудь захотите тоже сюда приехать. Смотрите, какая вода. Просто фантастика. Продолжаем исследовать полуостров Пельешац, и сегодня мы приехали на пляж под названием Дивна. Он действительно дивный. Невероятно красивая, прозрачная вода такого волшебного, бирюзового, лазурного цвета. Здесь можно покататься на катамаранах, на лодочках. Можно
просто полежать на берегу, полюбоваться такой прекрасной, красивой водой. А на противоположной стороне от нас, там виднеются горы, это уже материковая часть Хорватии. На пляже отдыхают в основном европейцы. Слышна немецкая, чешская, польская речь. Конечно же, очень много отдыхает хорватов, потому что это Хорватия, и, соответственно, здесь очень много местных. Пляж просто волшебный. Если будете на Пельешаце, то обязательно его посетите. Друзья, наш двухнедельный отпуск в Хорватии подошел к концу. И на этой прекрасной большой террасе с видом на Адриатическое море я с вами хочу попрощаться. Спасибо, что вы провели этот отпуск с нами. До новых встреч. It's hard to breathe, but that's alright.